Мистер Флэнниган, простите, что помешала, но это очень важно, потому что вас хотят убить. Убить? Тихо. Продолжайте играть. Кто вы? И как вы сюда попали? Через балкон. Через балкон? Мне пришлось, потому что за дверью ждет ее муж. С пистолетом. С огромным пистолетом. Гэри Купер. Человек, еще при жизни ставший легендой. Купер построил грандиозную карьеру и подарил миру целую галерею идеальных американских типажей. На экране он был честен, справедлив, морален и порядочен. Тихий, сильный тип. Таким был настоящий американец. Он не копался в своих чувствах, а просто делал то, что должен был. Так говорил мафиози Тони Сопрано на приеме у своего психотерапевта. Ему нравилось представлять себя Гэри человеком, от одного взгляда которого исходила сила и уверенность в себе. Но при этом Тони осознавал свое несоответствие этому образу. Гэри Купер – одна из главных звезд классического Голливуда, молчаливый ковбой, отважный герой, который с неизменным выражением лица кочевал из одного фильма в другой. Всего за свою карьеру он снялся почти в 100 картин. Для целого поколения американцев он стал символом спокойной уверенности в себе и наглости. Но каким был его путь и что скрывалось за маской постоянного спокойствия? Удивительно, но один из самых типичных американских героев был англичанином по происхождению. Фрэнк Джеймс Купер. Псевдоним Гэри появится сильно позже. Родился 7 мая 1901 года в Хелене, столице штата Монтана. Его родители были эмигрантами из Англии, но познакомились и поженились они уже в Америке. В 1924 году отец Купера вместе с женой переехал в Лос-Анджелес. Гэри Купера в 1925 году пристроили на работу актером. Он зарабатывал на жизнь, играя эпизодические роли, в основном ковбоев, которые даже не упоминались в титрах. Вскоре Купер подписал долгосрочный контракт с кинокомпанией Paramount Pictures. Его дела пошли вверх. В 1929 году он уже был одним из основных звезд звукового кино. Его гонорары взлетают до небес. Лучшие режиссеры приглашают его в свои фильмы. Штернберг снимает его в Марокко с восходящей в Штатах Марлен Дитрих, она только что перебралась из Берлина в Голливуд. Жизнь бьет ключом, молва приписывает Куперу романы не только со всеми его партнершами по картинам, но романтические связи с эксцентричным миллионером Говардом Хьюзом и актером Андерсоном Лоулером. Что касается личной жизни, то здесь Купер был не менее активен. В его постели побывали многие тогдашние голливудские звезды и звездочки, причем обоих полов. Гомосексуальные связи в Голливуде всегда были в большой чести. Но главными жертвами Купера становились представительницы слабого пола. Первой знаменитой любовницей Купера была Клара Боу, с которой он снимался в фильме «Это» в 1927 году. В своем дневнике Клара оценивала своих любовников. Куперу она поставила превосходно. А в письме своей подруге Хедде Хоппер восхищенно поведала, что он настоящий жеребец и может заниматься любовью всю ночь напролет. Клара рассталась с ним после того, как он предложил ей вступить с ним в брак. С актрисой Лупе Велес Купер познакомился в 1929 году на съемках фильма «Волчья песня». Через сутки после знакомства пара уже наслаждалась любовными играми в номере отеля. Их роман был бурным, а постоянные скандалы с любовницей довели Купера до нервного и физического истощения, и в конце концов он порвал все отношения с Велес. На съемках «Марокко» Джозефа фон Штернберга Купер закрутил роман с Марлен Дитрих, дебютировавшей этой картиной в Голливуде. Фильмы выходят один за другим. Его женщина «Прощай, оружие». Я беру эту женщину вместе с Кэрол Ломбард. Фильмы с его участием безумно популярны, и продюсеры требуют сниматься еще и еще. Купер и сам понимал, что его отношение к профессии меняется. Играя бесконечную череду ролей, он очень изматывался и начинал думать больше о деньгах, нежели о работе. Купер открыто в этом признавался в интервью журналистке во время съемок «Прощай, оружие».
Светская жизнь тоже утомляла, и Купер искал из нее выхода. В 1933 году он женился на Веронике Балфи. Она была молода, моложе Купера на 12 лет, хорошо воспитана, а ее отец был богатым банкиром с Уолл-стрит. Ей было очень интересно с Гэри. Она тоже любила спорт, верховую езду и долгие прогулки на природе, так что они много времени проводили вместе. Когда Вероника давала свое согласие выйти замуж за Купера, она наверняка не обольщалась на тот счет, что отныне первый ковбой Америки будет принадлежать только ей. Вся предыдущая жизнь этого человека указывала на то, что частая смена партнерш – наиболее удобный для него способ жизни. Поэтому Купер изменял жене регулярно. Например, во время съемок фильма «Генерал погиб на рассвете» он увлекся светловолосой англичанкой Маделайн Кэрролл. Помимо актрис, в постель Купера продолжали заглядывать секретарши, помощницы режиссеров и девушки из массовки. К концу 1930-х Купер добился всего, о чем только можно было мечтать. Он международная звезда, самый высокооплачиваемый актер. У него родилась прекрасная дочь, а от студии он добился значительной степени свободы. Впереди у него было еще 2 десятилетия карьеры. Начиная с 1938 года, Хемингуэй просил общих знакомых представить его артисту. Купер и Хемингуэй несколько раз созванивались, но лично встретиться смогли только в 1940 году в Сан-Вэлли, Айдахо. Познакомившись, двое мужчин тут же отправились на охоту. Так началась дружба, которая продлилась до самой смерти обоих. Они даже умерли с разницей в несколько месяцев, Купер в мае 1961 года, а Хемингуэй в июле. В 1939 году продюсер Дэвид Селзник предложил ему главную роль в фильме «Унесенные ветром», которую впоследствии сыграл Кларк Гейбл. Но Купер отклонил это предложение, так как считал, что «Унесенные ветром» будет самым большим провалом в истории Голливуда. «Я рад, что Кларк Гейбл расшибет себе на этом нос, а не я». Но все-таки Гарри Купер получил своего Оскара в 1942 году за роль в фильме «Сержант Йорк». И все же из всего сыгранного во время и после Второй мировой войны, самой заметной и важной была его роль в «По ком звонит колокол» Сэма Вуда. Крайне дорогостоящей экранизация романа Хемингуэя. В течение последних лет жизни здоровье Купера постоянно ухудшалось. Каждые съемки были для него мучением. 19 апреля 1961 года родственники Купера объявили, что актер тяжело болен раком. Ему стали звонить и писать со всего света. Позвонили даже президент Кеннеди и тяжело больной Хемингуэй. Купер был в настолько плохом состоянии, что даже не пошел на церемонию вручения почетного Оскара за вклад в киноискусство. Вместо него награду получил Джимми Стюарт, который сквозь слезы заявил со сцены, что многие, включая Купера, даже не представляют, насколько он хороший актер. 7 мая Куперу исполнилось 60 лет. А 11 мая он скончался. На похоронах, которые прошли 16 мая, Эрнест Хемингуэй не смог явиться из-за плохого самочувствия и болезни. Через 2 месяца он покончил с собой. Гэри Купер на протяжении всей жизни постоянно сомневался в себе и своих силах. И раз за разом доказывал всем, что он способен на все. Блестящий актер, умевший меняться вместе с эпохой и оставаться при этом неизменным. Гэри Купер символизировал собой эпоху американской наивности и героизма. Таким он и остается до сих пор в пантеоне американских идеалов. Идеальный ковбой, идеальный шериф, идеальный мужчина.